Ки – духовная энергия. Это классическая система жизненной силы, где персонажи тренируют тело и дыхание, пока внутренняя энергия не становится ощутимой, удерживаемой и выпускаемой наружу. Она опирается на реальные восточноазиатские представления о ци и на традиции боевых искусств, а аниме превращает это в видимую ауру, давление и фирменные приемы. В отличие от магии, заклинаний, ки обычно больше награждает дисциплину и физическую подготовку, чем учебу или происхождение. Она важна тем, что сила выглядит заслуженной и понятной, и рост героя легко показывать как путь от практики к контролю и дальше к новому уровню. Мана – магия заклинаний. Это широкая фэнтезийная система, где сила берется из магического ресурса и оформляется через слова, символы, ритуалы или волю. Она выросла из мифов и фольклора, а также из игровых правил, которые аниме адаптировало в простые элементы, школы и уровни заклинаний. В отличие от ки, магия чаще завязана на знания, инструменты вроде посохов и гримуаров, и на институты, гильдии или академии. Она важна, потому что быстро дает разнообразие – огонь, лед, лечение, барьеры и помогает строить мир, где профессии, законы и статус зависят от того, кто умеет колдовать. Чакра – это более схематичная внутренняя энергия, где сила представлена как сеть внутри тела с потоками, узлами и техниками, требующими точности. Истоки берутся из южноазиатских религиозных понятий, переосмысленных поп-культурой, а затем организованные в четкие ступени обучения и именованные техники. От просто духовной энергии чакра отличается тем, что подчеркивает контроль, специальные действия и то, что техника может быть важнее голой мощности. Она важна тем, что добавляет стратегии. Два бойца могут быть равны по запасу, но победит тот, у кого лучше контроль и умнее применение. Псайоника или психические силы. Здесь источник силы — это разум, телекинез, телепатия, предвидение, внушение и другие умственные эффекты. Эта идея выросла из научной фантастики 20 века и интереса к экстрасенсорике, а аниме смешало ее со школами, секретными лабораториями и государственными структурами. Псайоника отличается от магии тем, что часто выглядит более клинической и связанной с нервной системой, а цена проявляется как перегрузка, боль, истощение или эмоциональные срывы. Она важна, потому что создает напряжение без прямого контакта и поднимает темы контроля и вторжения в личные границы. Призыв духов и фамильяров. Это система, где сила приходит через вызов, привязку или партнерство с внешним существом, которое сражается за тебя или дает способности. Она опирается на религиозные и фольклорные представления о духах и демонах, а также на старые фэнтезийные образы мага и его помощника. В отличие от внутренней энергии, здесь все держится на отношениях, контрактах, совместимости, иногда на переговорах и жертвах. Она важна потому, что превращает бой в командную работу и драму, а также позволяет вынести внутренние конфликты героя наружу через его призванного партнера. Проявленные хранители. Это тип, где сила принимает форму отдельной сущности или аватара, который выглядит как оружие, телохранитель или продолжение владельца. Это развилось как очень наглядный визуальный прием. Зрителю сразу понятно, что именно делает способность, без длинных объяснений. От призыва духов это отличается тем, что хранитель обычно не отдельный персонаж со своими целями, а воплощение личной силы с жесткими правилами, привязанными к пользователю. Это важно, потому что делает сражения читаемыми и изобретательными, а характер героя можно показать буквально формой и поведением его аватара. Проклятая энергия. Это сила, которая рождается из отрицательных человеческих эмоций и накапливается там, где есть страх, ненависть, стресс и боль. Поэтому мир буквально производит топливо для монстров. Концепция опирается на японские представления о проклятиях и осквернении, а магическая битва переводит это в современный урбанный язык. Проклятие появляется из повседневной тревоги людей, а маги учатся превращать грязную эмоцию в чистый инструмент. В отличие от привычной жизненной энергии, здесь источник изначально токсичный, и ключевой навык — не стать его пленником, а удержать форму, не давая чувствам сорвать контроль. Алхимия и равноценный обмен.
Это система преобразования, где сила, способность разбирать материю и собирать ее заново, обычно со строгими законами и обязательной платой. Вдохновение берется из исторической алхимии и ранней химии, из идеи, что знание меняет реальность, а аниме превращает это в круги, формулы и запретные границы. В отличие от маны, алхимия часто ощущается как инженерия. Подготовка и понимание могут победить талант, а короткие пути приводят к катастрофам. Она важна тем, что связывает силу с последствиями, и каждый чудесный эффект сразу становится вопросом цены. Силы через технологии. Это ситуации, где мощь дают устройства, костюмы, импланты и оружие, а не врожденный дар, даже если визуально все выглядит сверхъестественно. Такая логика выросла вместе с научной фантастикой и меха-аниме, где прогресс и техника были частью главной темы. Технологии отличаются от духовных систем тем, что их можно создавать, воровать, обновлять, массово производить и регулировать, а значит меняется политика силы. Это важно, потому что сила становится социальной и распределяемой, а конфликты, естественно, уходят в сторону корпораций, армии, контроля и гонки апгрейдов. Мехи и синхронизация пилота. Это частный случай технологии, где силой является гигантская машина, но реальное ограничение — человеческая связь, нужная, чтобы раскрыть ее потенциал. Этот подход развивался от ранних меха-историй к идеям о синхронизации, травме, идентичности и границе между телом и машиной. В отличие от просто апгрейда техники, здесь многое зависит от психического состояния, совместимости и командной работы, поэтому одна и та же машина у разных пилотов ведет себя по-разному. Это важно, потому что превращает зрелище в личную драму. Битва идет и снаружи, и внутри кабины. Карточная, предметная и артефактные системы — это тип, где способности упакованы в коллекционные вещи — карты, ключи, реликвии, кольца или запечатанные предметы. И сила проявляется через активацию, комбинации и улучшение добытого. Корни уходят и в мифы про зачарованные предметы, и современную культуру игр и игрушек, которая сильно повлияла на многие франшизы. В отличие от внутренней силы, здесь важнее поиск, сбор и выбор набора, а не только личная прокачка. Это важно, потому что создает понятные цели и прогрессию, и каждая новая находка может менять правила, не ломая весь мир. Нэн. Клятвы и ограничения. Это система, где внутренняя энергия сначала дисциплинируется через базовые техники контроля, а затем превращается в уникальные способности, которые работают тем лучше, чем точнее пользователь задает им правила. Идея выросла из привычного для боевых жанров ауры, но получила редкую для аниме строгость. Сила здесь не просто увеличивается, она конструируется как набор условий. Главное отличие от большинства персональных способностей в том, что клятвы и самоограничения не украшения, а двигатель мощности. Чем серьезнее цена и риск, тем сильнее эффект и тем надежнее способность держится в рамках. Это важно, потому что такие правила делают бои честными и напряженными одновременно. Зритель понимает, что именно может персонаж, чего он не может, и какую ставку он принял, чтобы получить свое преимущество.